Okay, so if everybody just freeze your position, don't move. И сейчас, пожалуйста, все замерли, как в детской игре. Никто не двигается. With this camera, shine it on these people here. Пожалуйста, камера, вот направьте. She changed. We're 3 women sitting the same way. Дело в том, что сейчас вот 3 дамы у нас сидели совершенно одинаковые, видите, положение заняли. They were feeling the same emotions about what's being said. Дело в том, что они чувствуют то же самое по отношению к тому, что говорится со сцены. Have a look at the tables around you and the people beside you, how they're copying each other if they have a rapport with each other. И посмотрите на другие столы, и вы увидите, что люди, сидящие за этими столами, они копируют друг друга в том случае, если у них хорошие взаимоотношения. So this now becomes a strategy. И это таким образом может стать стратегией. If you want people to feel comfortable and relaxed with you, если вы хотите, чтобы людям было приятно с вами, чтобы они чувствовали себя свободно, you mirror their behavior, you copy. то вы копируете, вы зеркально отражаете их поведение, их жесты. Because if you really like them, that's what you do anyway. Если вам действительно нравится этот человек, то вы отражаете его движение. Еще раз сюда, пожалуйста. Perfect. Прекрасно. So whatever they do, they stand like this, you stand like this. И если человек стоит вот так, то и вы становитесь точно так же. If they change to this, you change to this. Если человек становится вот так, и вы точно такую же позицию занимаете. If they nod when they talk, you nod when they talk. Если этот человек кивает головой, когда он разговаривает, вы тоже начинаете кивать головой. And very soon they say, there's something about you I like. И очень скоро этот человек замечает, ага, смотри, а этот человек похож на меня. What they like is they see their own attitudes reflected in you. И что нравится этому человеку? Ему нравится то, что его собственное отношение и поведение отражается в вас. Now, women are very dynamic at mirroring. Вы знаете, у женщин вот это вот зеркальное отражение получается очень хорошо. When a woman starts in a new job in an office with other women, she immediately starts to copy and mirror their gestures and their tone of voice. Для того, что когда женщина начинает работать в офисе, пришла на работу, новая работа, то она немедленно, моментально начинает копировать жесты, тон голоса тех дам, которые работают вместе с ней. And she does this to fit in and create rapport with the other women. И она это делает для того, чтобы установить контакт, правильный контакт, хороший контакт с этими остальными работающими там женщинами. And this is such a strong effect in women that I'm going to say something right now that most men have never heard. И вы знаете, вот это очень сильная сторона женщин. И я сейчас скажу то, чего большинство мужчин раньше не слышали. That when women work together in an office for more than 60 days, если женщины вместе работают в офисе более 60 дней, they not only mirror their gestures and their tone of voice and expressions, они не только зеркально отражают, копируют движения, жесты, тон голоса, they also mirror their menstrual cycles. у них даже совпадают менструальные циклы. Ladies, yes or no on this, please? Дамы, подтвердите. Most men have never heard Правда? this. Большинство мужчин этого даже не знают. I have an office full of women in my office. У меня в офисе полно женщин. And for me, this is the week. И вот для меня именно вот эта неделя, менструальная неделя. I'm here with you, so it's a good week. А я уехал, я сейчас нахожусь здесь, поэтому я избежал этого. But this is absolutely true. Вы знаете, это действительно правда. 1 week of every month in my office, I cannot make a right decision. Вы знаете, на протяжении одной недели в своем офисе я не могу принять ни одно правильное решение. Oh, that'll never work, Alan. We tried that. No, that's no good. Так, Аллан, нет, это не сработает. Мы уже это пробовали. Нет, это не хорошо. What, do you think I look fat? Ты что считаешь, что я выгляжу толстой? 1 week of the month. Вот это вот продолжается 1 неделю в месяц. And I discovered the difference between a woman with PMT and a terrorist. Я обнаружил, чем отличается женщина, у которой менструация, от террориста. You can negotiate with a terrorist. Дело в том, что с террористом вы можете вести переговоры. Here is a shot from a film clip of Prince Charles, aged 12, with his father.
вот это из документального фильма один кадр. Здесь принц Чарльз с отцом. They walk in step, they walk on the same leg, they swing their arm the same way, they make the same head movements and have the same expressions. Смотрите, у них длина шага одинаковая, рука также, выражение лица одно и то же, скорость движения одинаковая. Here's another example of good friends. Вот это еще один пример прекрасных друзей. They walk the same, talk the same, move the same fingers when they speak, they sit and cross their legs the same way. Видите, они сидят в одинаковой позе, рука у них одинакова, они говорят одинаково, то есть у них все одинаково. He mirrors her more than she mirrors him. И в данном случае он гораздо больше отражает ее, чем она его. Which shows that she has more power in that relationship. И это показывает, что она в данном случае ведущая в их взаимоотношениях. He defers to her more often than she defers to him. И она именно ему предлагает, он принимает, то есть она первая, кто делает какой-то шаг, то есть у нее в этом взаимоотношении лидирующая роль. The body language of the Clinton shows they have mutual respect and they are very close friends. И язык жестов, который в данном случае мы видим со стороны Клинтона, показывает, что они очень хорошие друзья, и что здесь мы видим большое уважение друг к But другу. there is absolutely no intimacy signals between these two people. Но дело в том, что вот никаких сигналов об каких-то интимных взаимоотношениях между этими двумя людьми мы не видим. He's not getting any. И он не получает никаких интимных сигналов с ее стороны. Вы обращали внимание, когда супружеские пары достаточно долго живут друг с другом, то они начинают быть похожими друг на друга. That's because as one makes a gesture or expression, the other copies. Это происходит потому, что когда один какое-то предположение улыбается, какое-то движение делает, второй немедленно копирует это. So over a period of years, they begin to build muscle in the same area of the face, so they begin to physically look like each other. И с годами просто у них развиваются одни и те же мышцы лица, и в результате они даже физически начинают походить друг на друга. You've probably seen this happen. Вот, видите, что даже вот здесь происходит, видите? Then they buy a dog that looks like both. Дело в том, что когда они уже становятся друг на друга похожи, они покупают собаку, которая похожа на них обоих. Who believes that we unconsciously select pets that look like us or reflect our attitudes? Who thinks we do? Кто верит в то, что мы подсознательно выбираем себе домашних животных, которые на нас похожи? About 25 years ago, I did a very famous dog food commercial in America. 25 лет тому назад я сделала очень известную рекламу собачьей еды в Америке. We asked people to send us pictures of their pets if they thought they looked like their pets. Мы попросили аудиторию людей прислать нам фотографии своих домашних животных, если они считают, что домашние животные на них похожи. That is, they mirror their pets. То есть, что они, получается, зеркально отражают своих животных. Here is a picture of Donald Trump's dog. И вот сейчас фотография собачки Дональда Трампа. Посмотрите. Это Дональд Трамп? That's his dog. Yes, I understand. How about these? Вот. What do you think? I feel better the other time. I feel more comfortable. Now we're going to talk about, now that you have a series of body language skills you're going to use in your presentation. Итак, сейчас мы с вами поговорили о жестах, которые вы можете использовать в своей презентации. I'm going to talk about what you can do or say in front of people to be convincing and persuasive. Сейчас я буду говорить о том, что вы можете сказать или сделать перед людьми для того, чтобы выглядеть убедительными. And I make you a promise with this next session. И я сейчас дать вам обещание. The promise is if you do exactly what I show you, Обещание следующее. Если вы будете делать точно то, что я вам говорю сейчас, I mean exactly, you don't change it. я имею в виду точно то, что я говорю, ничего не изменяйте. You don't change for 14 days. И не изменяйте это на протяжении 14 дней. Because after 2 weeks you get bored hearing yourself say the same thing. Потому что через 2 недели вам надоест слушать, как вы говорите одно и то же. But you may say things differently, but you stick with the principle of what I'm going to show you. И вы можете тогда уже говорить немножечко по-другому, но все равно придерживаться того принципа, который я вам покажу сейчас. The promise is that you will get greater results from this than anything you have ever dreamed
possible. И мое обещание в том, что вы получите благодаря этому гораздо лучшие результаты, чем те, о которых вы когда-либо мечтали. I don't make that claim lightly. Вы знаете, я не даю это обещание просто так, бездумно. I say that because for the last 20 years in the multi-level marketing business, this has been a large part of what I've been responsible for doing. Дело в том, что на протяжении последних 20 лет в сетевом маркетинге именно то, что я вам сейчас покажу, было очень значительной частью того, что происходило. I wrote a book about this. The point is, what I'm going to show you will get you a dramatic result to the point you'll wonder why you never knew about this. Я просто хочу сказать вам, тот принцип, который я вам сейчас покажу, он приведет вас к таким результатам, о которых вы никогда не мечтали и не представляли. Let's assume that you're face-to-face with a person or maybe a group. It can be either one person or maybe a group. Итак, представляем себе, что сейчас мы находимся с вами лицом к лицу с одним человеком или с группой людей. It doesn't matter whether you're with the group or one-to-one. It works exactly the same way. Дело в том, что независимо от того, перед вами один человек или группа, работает этот принцип совершенно одинаково. What I'm going to show you is very simple. То, что я вам собираюсь показать, очень просто. It doesn't cost you anything and you can do it today, immediately. Ничего вам это стоить не будет, и вы можете уже сегодня начать это практиковать. And I guarantee you that if you do exactly the way I show you, the results will blow you out of the water. Итак, гарантирую вам, что если вы будете это делать именно так, как я вам сейчас покажу, результаты будут такие, что голова пойдет кругом. Let's talk about the basics of what controls this business. Давайте мы поговорим о тех основах, которые контролируют этот бизнес. There is a law that controls every business that has any product or service. Дело в том, что существует закон, который контролирует любой бизнес, речь идет о каких-то услугах или выпуске продукции. This law is called the law of averages. Этот закон средних чисел. That is, there is a ratio that applies to every person in this room. Это тот коэффициент, пропорция, которая работает для любого человека, который сидит или стоит в этом зале. Now, I'm talking here about presenting the business and getting a bottom line result. Я сейчас говорю о составлении бизнеса и о получении вот очень хороших результатов. Now, most people don't know what their own personal ratio is. Большинство людей не знает, какой их личный коэффициент. Important that you keep a record of how many presentations you make. Поэтому очень важно записывать, следить за тем, сколько именно раз вы представляете бизнес свой. How many people you see. Сколько человек приходит. How many people say yes and join the business. Сколько человек говорит «да» и включается. How many people buy the products but don't join the business. Сколько человек начинает покупать продукцию, но не делает этот бизнес. Of how many people say they're going to start but they don't start. Сколько человек обещает «все начну, все включаюсь» и никогда этого не делает. And that will give you your personal ratio, which will determine how successful you'll be. Вот именно такие подсчеты покажут ваш личный коэффициент, ваше личное соотношение и покажут вам, насколько успешны лично вы. I learned this as a young 10-year-old boy. Я знал об этом, когда мне было 19 лет. I was selling rubber sponges, you know, rubber sponges, washing them with door to door. Я в те времена давал резиновые губки. И я ходила от дома к дому и продавал их. I came from a poor family in state housing in Australia. Я, в общем-то, родился в бедной стране, и мы жили в собственном доме. Мы жили в доме, которое нам дало правительство, и это было в Австралии. My father was a salesman. Мой отец тоже был продавцом. And he said, Alan, he said, if you can knock on doors and convince people to say yes, you can make a very successful living. И он сказал мне: Алан, если ты сможешь постучать в дверь дома и предложить твой товар и продашь его, то ты сможешь очень хорошо жить, и ты достигнешь успеха. So these rubber sponges, I sold them for 20 cents each. Я продавал эти резиновые губки за 20 центов. And I could sell about 1 in 4. For every 4 doors I would knock on that would open, people would give me 20 cents. Итак, я мог продать одну губку на 4 дома. Что это значит? Я стучал в 4 двери, и вот в одной из этих дверей мне открывали дверь и покупали губку. What I discovered was, if I knock on 10 doors after school, И я обнаружил, что если я буду стучать в 10 дверей, 4 doors would open. 4 двери откроются. I would attempt to show my sponge. Я постараюсь показать вот эти губки, которые я продавал. One person said yes, gave me 20 cents. И один человек говорил «да» и давал мне мои 20 центов. So every time my knuckles hit a door,
Every 10 times my knuckles hit a door, I earned 20 cents. И поэтому каждый раз, когда костяшки моих пальцев касались двери дома, я зарабатывал 20 центов. So now I was no longer concerned with selling sponges. И когда я это все понял, то меня уже больше не волновал сам процесс продажи губок. The real question I had was, how quickly can I knock on 10 doors? Самый главный вопрос, который меня беспокоил, это был, сколько времени мне нужно, насколько быстро я могу это сделать, постучать в 10 дверей. Because it didn't matter whether the door opened, it didn't matter whether they invited me in, and it didn't matter whether they said yes or no. Потому что уже не имело значения, откроется эта дверь, пригласят ли меня войти, скажут ли мне да или нет. Does this make sense? Вы понимаете, о чем я?